Мы все слышали о мрачном жнеце с косой, но как насчет его кота? Это история о коте по имени Оскар и его удивительной способности, которой он обладал. Для многих людей, которые осознанно приближаются к концу своей жизни, будь то из-за старости или тяжелой неизлечимой болезни, есть места, куда они могут обратиться, которые называются хосписами. Хосписы — это места, где эти пациенты могут жить достойно и находиться под присмотром медсестер, если они больше не могут в полной мере заботиться о себе сами. Несмотря на то, что эти места помогают многим людям, жить в них все равно может быть довольно одиноко. Вот почему многие хосписы любят приглашать животных, чтобы они подбадривали пациентов и дарили им поддержку и любовь в трудные времена, с которыми они сталкиваются. Снова и снова животные доказывают, что они способны обеспечить непревзойденный уровень комфорта и любви пациентам, жизнь которых подходит к концу. Чаще всего люди думают, что животные, которые помогают, — это собаки, поскольку они от природы дружелюбные и любящие существа, которые не хотят ничего, кроме как дарить свою любовь другим. Возможно, вас удивит история о коте по имени Оскар, который обеспечил комфорт сотням пациентов. Но это еще не все, что он сделал. Оскар обладал удивительной способностью. Казалось, он мог предсказать, когда пациент умрет, и утешал его в последние минуты жизни. История Оскара началась в 2005 году, когда он родился. Это был красивый черно-белый полосатый котенок, который появился на свет в местном приюте для животных вместе с другими маленькими котятами. К счастью для кота, местный хоспис искал новое пополнение в своей команде животных и решил приютить маленького пушистого комочка. Его вернули в Центр сестринского ухода и реабилитации Стирхаус, расположенный на территории больницы Род-Айленда в центре Провиденса. Он стал одним из 6 котов, живших в хосписе, и его новым домом стал 3-й этаж здания, где люди с деменцией проживали до конца своей жизни. По словам доктора Доса, который работал в Стир, Оскар поначалу был очень напуганным котом. Хоспис. На самом деле ему не хотелось выходить на улицу. Он предпочитал держаться особняком. Часто его можно было найти в кладовке или где-нибудь под кроватью. Где-то. Это вполне нормальное поведение для кошек, особенно когда их привозят в новое и незнакомое место, поскольку они пугаются всех новых видов и звуков, и им нужно время, чтобы привыкнуть к новому окружению. Хотя для большинства кошачьих это нормально, то, что Оскар сделал дальше, стало странным. Казалось, он обладал сверхъестественной способностью определять, когда пациент вот-вот умрет. По словам доктора Доса, который тесно сотрудничал с котом во время его пребывания в хосписе, Оскар проявлял себя только тогда, когда кто-то был при смерти. Кот расхаживал по этажу, осматривая и обнюхивая пациентов в палате. Иногда он просто шел дальше, а иногда запрыгивал на кровать пациента и сворачивался калачиком рядом с ним, как будто хотел утешить его, как только мог в последние минуты его жизни. Именно эти пациенты уходили из жизни всего через несколько часов. В этом коте определенно было что-то особенное. Поначалу медсестры не придавали значения поведению кота и странным совпадениям, которые происходили с пациентами, которых он посещал. Но, как оказалось, объясняет доктор Доса, после того, как он проделал это несколько раз, мы в конце концов выяснили, что люди, у которых он останавливался, обычно уезжали следующими. Произошла одна смерть, затем 2, и в итоге он убил 20 или 30 человек подряд, и в этот момент все начали говорить: «Вау, это что-то совершенно уникальное». После того, как пациенты уходили,
Оскар тихо вставал со своего места на кровати и молча выходил из палаты, как будто зная, что он здесь больше не нужен. Довольно скоро, после того, как это повторилось несколько раз, врачи и медсестры начали обращать внимание на то, как вел себя кот и кого он навещал. Затем они восприняли это как признак приближающейся смерти и впоследствии уведомили семьи пациента о том, что, по их мнению, может произойти. Этот удивительный маленький котик дал людям время попрощаться со своими близкими, пока не стало слишком поздно. А для тех пациентов, у которых не было родственников, которые могли бы их навестить, Оскар оставался свернувшимся калачиком на их кровати до самого конца, обеспечивая им дружеское общение и комфорт, которых они могли бы лишиться в противном случае. Во время всего процесса ухода пациента Оскар любил оставаться с ними в комнате. Казалось, кот чувствовал, что его работа — оставаться и присматривать за людьми, когда они переходят из этого мира в другой. В большинстве случаев семью пациента это устраивало, и они не возражали против присутствия милой кошки в момент смерти. Но время от времени находились семьи, которые предпочитали, чтобы кошку убрали из палаты. Когда это случалось, Оскар расхаживал взад-вперед перед дверью пациента и постоянно мяукал, протестуя против того, что его заперли. К счастью, такое случалось не слишком часто. На самом деле, многие семьи говорили мне, что присутствие Оскара рядом — это большое утешение для них и их близких, говорит доктор Доса. Будь то просто общение с одинокими людьми или занятие детей, это действительно то, за что семьи были благодарны. Этот кот стал широко известен своими способностями, и о нем была опубликована статья в медицинском журнале Новой Англии. Вскоре его история стала популярной, и сотни тысяч людей узнали о его невероятных способностях. Он быстро обзавелся новыми прозвищами, одним из которых стал «Ангел смерти», что, безусловно, очень подходило этому удивительному маленькому полосатому котенку. Когда Оскара спросили, как ему удавалось предсказывать смерть пациентов, в которой он чаще всего оказывался прав, доктор Доса предположил: «Я думаю, что в конечном счете ваши предположения так же верны, как и мои. Вполне вероятно, что он реагирует на какой-то запах, когда клетки начинают разрушаться». К сожалению, в 2013 году, когда Оскару было 8 лет, у него началась тяжелая аллергическая реакция, и его пришлось срочно доставить к ветеринарам, где он был помещен в отделение интенсивной терапии. Это было страшное время для тех, кто знал и любил старого кота, и в какой-то момент показалось, что он может не выжить, так как его сердце перестало биться, и он умер на несколько секунд. К счастью, нескольким сообразительным ветеринарам удалось привести его в чувство. После недолгого лечения у ветеринаров, чтобы убедиться, что с ним все будет в порядке, его выписали и отвезли домой в хоспис, где он сам стал пациентом на несколько месяцев. Довольно скоро он восстановил свое здоровье и стал прежним человеком, навещая тех, кто больше всего в этом нуждался, и обеспечивая им комфорт. Оскар провел остаток своей жизни в хосписе на Род-Айленде, пока в конце концов сам не скончался в возрасте 10 лет. В итоге он предсказал смерть более 100 пациентов и за это время обеспечил утешением и любовью как можно больше людей. Благодаря этим удивительным кошачьим способностям многие семьи получили возможность в последний раз увидеть своих близких и попрощаться с ними. Но удивительными были не только способности кота. Оскар сам был невероятным животным, поскольку он тратил время и усилия, чтобы утешить тех, кто в противном случае был бы напуган и одинок в свои последние минуты. Этот очаровательный маленький полосатый котенок
покорил сердца стольких людей, и когда ему пришло время попрощаться и уйти в мир иной, он был окружен теми, кто его очень любил. Настоящее свидетельство того, каким животным он был. И хотя некоторые люди, возможно, беспокоились о том, что к ним в гости придет кот с косой, я думаю, это был прекрасный способ подготовить людей к тому, что должно было произойти, и успокоить их, сказав, что «все будет хорошо». Вы бы хотели, чтобы кошка давала вам знать, когда вам пора уходить? Дайте нам знать в комментариях ниже. И если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться. Увидимся в следующий раз, чтобы услышать больше вдохновляющих историй.